Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу о проблемах, которые возникают в Германии у украинских беженцев, которые приехали в Германию с неподконтрольных территорий, то есть с Автономной Республики Крым, там, с Луганской области, с Донецкой и так далее. Перед тем, как начать основную тему, я, друзья, хочу поблагодарить тех из вас, кто подписан на мой канал, и попросить тех, кто еще этого не сделал, кто меня смотрит, кому мое творчество нравится, но еще не подписан, я прошу вас подписаться. Почему? Потому что я в этом году, в 2025 году, сам перед собой поставил такую творческую цель, чтобы мой канал набрал 100 тысяч подписчиков. Ну и, соответственно, благодаря вам я смогу этой творческой цели добиться. Поэтому, еще раз повторюсь, буду вам сильно признателен и благодарен, если вы меня смотрите, но еще не подписаны, чтобы вы подписались на мой канал. Итак, переходим к основной теме. Смотрите, я уже вам давно говорил в своих прошлых видео о том, что я общаюсь со многими украинскими беженцами. И многие из них, соответственно, делятся со мной разными своими проблемами, которые у них возникают в Германии. Ну и не только в Германии, и в Европейском Союзе. Есть такие украинские беженцы, которые до войны 2022 года проживали, например, в Луганской области, в Донецкой области или в Крыму. То есть на неподконтрольной территории Украины. Там, в ЛНР, ДНР и в Крыму. И вот началась война, и Европейский Союз ввел директиву о временной защите. Ну и страны Европейского Союза, в том числе и Германия, начали принимать всех граждан Украины, которые там соответствовали критериям, которые должны иметь украинский паспорт, выехать должны были после или за 3 месяца, или после начала военных действий на территории Украины. И вот это два таких основных основания. Люди получали временную защиту. Вы об этом знаете. И вот началась война. И, конечно же, есть такие, которые проживали до войны на неподконтрольной территории, там в ЛНР, ДНР, в Крыму. Потом они вспомнили, когда Европа начала давать временную защиту гражданам Украины, они вспомнили, что они являются гражданами Украины, они достали из-под сукна свои украинские паспорта и поехали в страны Европейского Союза, поехали в Германию. И зачастую у этих людей, там, например, с 2014 года, если они проживали, я не знаю, выезжали они там на территорию Украины, не выезжали, есть такие, которые выезжали, у них там родились дети и получили дети свидетельство о рождении, например, ЛНР, ДНР и, например, крымское, российское свидетельство о рождении. Ну или, например, люди там тоже заключили свой брак. И вот с этими документами, с паспортами с украинскими, они все поехали в Германию и в другие страны Европейского Союза просить временную защиту. И в начале Германия, в принципе, вот большинство таких граждан Украины, которые приехали с неподконтрольных территорий, она там их не различала, с подконтрольной ты приехал, не с подконтрольной. Главное, чтобы у тебя был украинский паспорт и чтобы ты выехал после, там, например, или ты доказал, что ты жил там на территории Украины. То есть, грубо говоря, немецкие чиновники, они эти вопросы, сильно там в эти вопросы не вдавались. Там, откуда ты с Донецка ты приехал, там, или с Крыма ты приехал и так далее. То есть, давали временную защиту, в принципе, всем. То есть, проблем как бы не было. Потому что свидетельство о рождении они смотрели, но не придавали значения, там, какое оно, ЛНРовское или там российское и так далее. И вот прошло 3 года. И уже спустя это время у украинских беженцев, которые как раз таки приехали с неподконтрольных территорий и получили временную защиту, начали в Германии возникать проблемы. Какого рода? Я вам расскажу ситуацию. Вот человек мне позвонил, это реальный живой случай. Человек приехал, он сам с Донецка, он приехал в Германию, соответственно, вот точно такая же ситуация, у него родился ребенок на территории Донецка, города Донецка. Соответственно, у него выдано свидетельство о рождении ребенка ДНР. Ну, ДНР это непризнанная республика и так далее. Значит, он приехал в Германию вместе с супругой, вместе со своим ребенком, получил в Германии временную защиту, там выучил язык, открыл в Германии предприятие, довольно-таки успешно, начал зарабатывать деньги, и ему надо было, то есть он уже дошел до того, чтобы получить по 21 параграфу, по бизнес-параграфу, значит, вид на жительство. То есть он решил сменить 24 параграф на вот этот 21 параграф.
Соответственно, он себе его меняет, у него все были основания. Значит, а семья должна была тоже получить вид на жительство только по воссоединению. Значит, он пошел в миграционную службу, принес все эти документы. Ему чиновники немецкие миграционной службы сказали: вопросов нет, у тебя тут все хорошо, там и баланс хороший у тебя, ты хорошо зарабатываешь, то есть тут вопросов нет. Мы тебе даем. Но ребенок не может воссоединиться, потому что не хватает документа. Он говорит: какого документа? Вот свидетельство о рождении, все. Он говорит: нет, надо украинский документ с апостилем. То есть он принес документ ДНР, без апостиля, по-моему, принес. Значит, они разбираются. И вот как раз таки они ему сказали, что основания есть, но у тебя не полный пакет документов. Едь в Украину там или... Короче, нам нужен свидетельство о рождении ребенка украинского образца с апостилем. Тогда мы у тебя все документы примем, и, значит, твоя семья воссоединится с тобой. То есть сделаем параграф по воссоединению. Соответственно, он ко мне обратился. То есть вы понимаете, о чем я говорю. Еще с крымскими свидетельствами, с российскими ситуация такая себе 50 на 50, потому что это в принципе это российское свидетельство. И на него тоже можно поставить апостиль, то есть оно где-то проходит, где-то нет. Но вот со свидетельствами из ЛНР и ДНР ситуация не проходит, если человек решил поменять параграф или, например, как я рассказал случай, воссоединить свою семью там с собой. Ну, у него 21 параграф, они должны были воссоединиться. Друзья, напишите в комментариях, вот кто меня смотрит, у кого возникали такие похожие ситуации в Германии, у кого, например, немецкие чиновники не принимали свидетельство о рождении детей там, или свидетельство о браке, выданное ЛНР, ДНР там, или Крымом, российская. Вот напишите, пожалуйста, при каких обстоятельствах это было, и что вам говорили чиновники и так далее. Вот нам будет интересно это все почитать и обсудить. То есть для легализации в Германии, для дальнейшей легализации в Германии, не по временной защите, а по другим основаниям, там, или по рабочей визе, там, или по бизнес и так далее, или по учебе, необходимо иметь свидетельство о рождении детей, к примеру, или свидетельство о заключении брака не ЛНР, ДНР, то есть это не признанные республики, это все в Германии уже знают чиновники, а именно украинские, украинского образца, и чтобы еще на них должны стоять печати апостиля. Вот как они выглядят. Это новые, вот вы видите на экране, это новые свидетельства о рождении с апостилем и свидетельство о заключении брака. Теперь, конечно же, кто в такой ситуации оказывался, у кого такие проблемы аналогичные, о которых я рассказал выше, возникали в Германии, вы мне хотите задать вопрос: а можно ли поменять это свидетельство о рождении ЛНР, ДНР и крымское на украинское? Да еще и поставить на него потом апостиль. Друзья, это можно сделать. Это абсолютно законная процедура. Я этим профессионально и очень давно занимаюсь. Я сейчас в этом видео рассказывать не буду об этой процедуре, как это сделать. Я скажу одно, что это в принципе процесс не быстрый, где-то полгода занимает. Да? Ну, это процесс абсолютно законный и абсолютно легальный. И вам не надо будет из Германии выезжать в Украину. То есть это все делается удаленно. Если у вас есть вопросы, если вы заинтересовались этой процедурой и вы хотите сменить свое свидетельство о рождении своих, к примеру, детей, выданное ЛНР, ДНР или Крымом, на украинского образца с апостилем, пожалуйста, вот моя электронная почта, вы ее видите на экране. Напишите мне обязательно имя свое в письме. Смысл, что я хочу поменять свидетельство о рождении ЛНР, ДНР, значит, на украинское. Обязательно оставляйте свой номер телефона. Я лично вам перезвоню и расскажу эту всю процедуру, как это все происходит. Просто сейчас я не хочу это делать в видео, чтобы не загружать, потому что многим это не будет просто-напросто неинтересно. Но такая процедура есть, повторюсь, и это абсолютно будет все законно. Да, по срокам это не будет быстро, это будет где-то примерно там, от 4 до 6 месяцев. Но это все будет абсолютно законно. Что думаете вы вообще по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.